я видео снимаю. Как-то мы с подружкой решили попить кофе. Куда пойдем попить кофе? И вот так вот раз, два, три, а потом Мальдива. Кофе пьем. Прилетели на Мальдивы. Не так-то просто было сюда попасть. Я потом все расскажу. Но нам уже все нравится. Красиво. Не, ну вообще красавцы, все четко встретили, загрузили, да, быстро все. Вообще молодцы, все отлажено, молодцы. Всем привет! У нас сегодня первый полный день на острове. Мы проснулись вот с такой шикарной погодой. Нету вообще ни облачка. Вчера сильно штормило, но ребята местные пообещали нам хорошую погоду. И вот такая красота. Конечно, при пасмурной погоде и вода, и зелень выглядит иначе. Сегодня все яркое, плюс еще после дождичков. Я думаю, что природа напиталась водичкой, и еще более сочные краски стали от этого. Сложно что-то добавлять, говорить, просто вот наслаждаемся, снорклем. Взяли с собой такие маски для того, чтобы можно было погружаться в воду и смотреть подводный мир. Там есть небольшой риф, и мы видели рыбок, видели маленькую акулу,
хочется, конечно, увидеть черепах, но я думаю, что они там дальше более глубоко плавают. Поэтому мы будем еще исследовать остров, будем пробовать на других пляжах снорклить. Вот такая она, островная жизнь. Наш номер так близко, что мы вот просто сейчас вышли из океана, вон там позади, и идем в наш номер. Так удобно, класс. Вот домик. И все, 2 минуты, и можно искупаться. У нас даже душик есть рядом с номером, сейчас покажу. Вот, можно помыть ножки, так удобно сразу. Так, если посмотреть, вот он океан. Здесь на территории отеля есть дайвинг-центр. Есть такие интересные разные плакаты о том, на каком расстоянии кто плавает. Здесь у нас банда дайв, это вот как раз центр. И есть лагуна, где можно на расстоянии там, 5 метров уже примерно увидеть черепах. Там дальше 30 метров акулы, скаты. Кстати говоря, на расстоянии 20 метров глубина плавает, поэтому мы не можем их увидеть, плавая вдоль берега, так как они, так поняла, глубоководные такие. Еще тут есть вот такая карта, сейчас вам покажу. Вот такая карта с островами и кто на этих островах может встретиться. А это все, как поняла, острова Мальдив, так интересно. И указаны рифы, которые там встречаются. Здорово. Очень интересно. Здесь вот вагончики. Здесь можно еще посмотреть цены. Но мало ли вдруг кому из вас будет интересно. Ну, удовольствие не из дешевых, начиная от $600. Ой, вру, 200, да? 244 это погружение с инструктором на разных глубинах, 30 метров на 2 часа по-разному, да? 30. Ну и прайсы. Всем доброе утро. Я думаю, добрее утро не бывает, чем на островах.
Мы уже поснорклили, уже искупались, плавали вот здесь в этот раз. Здесь чем сложно, когда отлив, вода чуть-чуть уходит, становится очень мелко, а кораллы здесь высокие, поэтому есть риск пораниться, поэтому мы так только вокруг кораллов поплавали, а туда уже не плавали. Вот там, если плыть в ту сторону, там, получается, резко идет увеличение глубины, и примерно 30 метров сразу же идет глубина. Но если плыть вдоль вот этого волнореза, то там тоже красивый риф. И вчера мы туда плавали, хотели увидеть, конечно, черепашку, акулу, может быть, маленькую. Но никого не видели, но тем не менее поплавали. Очень был интересный экспириенс. Ты плывешь и понимаешь, что вот там уже такая бездна. Погода сегодня немного была с утра пасмурная, даже вот на этой стороне чуть-чуть пасмурно. Но мне даже наоборот так нравится. Я не очень люблю, когда солнце жарит с самого утра. Хочется, знаете, выдохнуть хотя бы с утра, потом уже, конечно, да, позагорать. То у нас по планам завтрак, потом еще поснорклить, пойти в другое место, отдыхать, наслаждаться. Никаких экскурсий, никаких поездок мы ничего такого не берем. Нам интересно вот быть на нашем острове. Здесь достаточно большое расстояние, можно гулять. Так что будем наслаждаться еще моментами мальдивскими. Мы вчера плавали, было нормально, не кончалось. Прикольно, слушай, я бы не догадалась бы вот так вот встать. Мне так жалко их вообще до них дотрагиваться, даже если я ногой случайно. Может, отсюда есть смысл нам еще сплавать? Потому что туда, конечно, тяжеловато, далековато, а здесь попроще. Отсюда. Или там высокие вот эти кораллы. Мне кажется, там никак не выплыть, да? Мне кажется, мелко. Я не знаю, они плывут, но они как-то стремаются по ним ходить. Мне босиком не очень. Ну да. Конечно, да. У них, наверное, ласты есть.
Всем привет! Я сегодня хотела рассказать о том, как мы сюда прилетели, как мы вообще вылетали. Это отдельная история. А на каком мы острове, в каком отеле, немножко подробностей вам дам, в целом мои впечатления о Мальдивах. Ну и если у вас тоже возникнут какие-то вопросы, вы можете их мне задать в комментариях. А я впервые на Мальдивах. Оказалась я здесь благодаря своей знакомой, которая хотела как раз куда-то слетать в отпуск, не хотела лететь одна. И мы с ней списались и договорились буквально вот спонтанно, наверно, за 2 недели, за неделю о том, что мы полетим на Мальдивы. Так как мы живем в Дубае, из Дубая очень легко долететь. Можно прямым рейсом, можно с пересадкой. Прямые рейсы сейчас достаточно дорогие, потому что в связи с ситуацией рейсов меньше, заполняемость меньше, и, соответственно, авиакомпании пытаются как-то компенсировать свои расходы, просто повышая стоимость билетов. И сюда мы летели через Бахрейн. В тот день, когда мы собрались в отпуск, буквально, когда мы уже были внутри аэропорта, нам пришло оповещение о том, что в Дубае опасность каких-либо летательных средств в небе, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и бдительны. Ну, мы особо не придали этому значения, потому что мы думали, ну, это сейчас там до вылета еще долго. Садимся мы в самолет, то есть это вот одно оповещение пришло. Мы сели в самолет, начали отруливать уже от гейта. И как начали один за другим приходить эти оповещения, мы сидим, переглядываемся, пересматриваемся и думаем, а что же вообще дальше будет, полетим ли мы или нет. И по итогу, спасибо компании Gulf Air, они буквально за 30-40 минут приняли решение о том, что самолет вылетает и летим мы просто новым маршрутом. Увеличивается время в пути примерно на 1,5 часа, то есть вместо 1,5 часов 3, так нам сказала стюардесса. Но нам повезло, что все-таки это было не 3 часа, потому что у нас была в Бахрейне пересадка. И в итоге мы полетели через Саудовскую Аравию. Мы вернулись в гейту, дозаправились, потому что капитан сказал, нам нужно заправиться, нам не хватит, к сожалению, топлива на тот объем, который сейчас есть. Мы заправились, мы, конечно, переживали, смотрели постоянно на часы. Я вообще летела первый раз таким стыковочным рейсом. И в итоге мы прилетаем в Бахрейн, и у нас остается примерно запас времени минут 30-40. И мы, конечно же, побежали быстрее к гейту, к следующему, запыхавшиеся. И, конечно, мы успели, это было прекрасно. Мы сели в самолет и полетели уже до Мальдив. И было удивительно, что, оказывается, этот самолет, я надеюсь, что нормальный звук, потому что я постоянно двигаю микрофоном, надо было его закрепить здесь, но я что-то не подумала. Сейчас его так поставлю. И выключу кондиционер, потому что я чувствую, что очень сильно дует, а я пока буду говорить с вами, не хочется, чтобы меня продуло, потому что я вышла, только голову помыла. И вот, значит, мы, получается, прилетели в Бахрейн и бежали. Я в Бахрейне вообще первый раз была. Но мы толком не увидели аэропорт, потому что нам нужно было быстрее мчаться. И сели в самолет, все, долетели до Мальдив, вообще не заметили. Ночь, получается, мы летели, в 23 с чем-то у нас был вылет, и в 6:05 мы прилетели на Мали. Здесь все прекрасно организовал отель. Нас сразу же мужчина замечательный, улыбчивый. Очень здесь, конечно, сервис. Они стараются, уже научены, обучены. И нас встретил катер. Здесь, наверное, уже во влоге или дальше будут кадры. Такой забавный катерочек небольшой. Волны были высокие. То есть первый день мы прилетели, и был шторм. Было пасмурно, кое-где солнышко проглядывало, да, но в основном был шторм. И мы, получается, за 15-20 минут, никого не дожидаясь, только мы вдвоем, мы поехали сразу же в наш отель, на наш остров. Он находится в 15 минутах от аэропорта. Мы, в общем-то, так и выбирали наш отель для того, чтобы очень быстро можно было долететь и доехать уже от аэропорта до места. Мы приехали и, конечно, хотели пораньше заселиться, но нам, к сожалению, нашим, как называется вариант номера? Ну, не суть. В общем, в нашем формате номера не предусмотрено раннее заселение. То есть, возможно, номера дороже, они такое предоставляют. Но ничего, мы не растерялись. У них очень ранний завтрак с 7 утра, поэтому мы там буквально подождали, пока нас зарегистрировали, попросили документы, кучу документов надо было подписывать. Здесь для въезда используется Имуджа или Имуга, не знаю, как правильно читается, специальная декларация о въезде. Когда я ездила на Сейшелы, там тоже на въезд существует определенная форма декларации, которую нужно за 72 часа не позднее заполнить, и эта Имуга прикрепляется к вашему билету, к вашему паспорту.
Вот она там все проверяла. Потом здесь еще также действует экологический сбор. По-моему, на Сейшелах я такое не припомню. $12 за сутки. Дальше у нас уже номера были оплачены, и нужно было оплатить вот еще катер. Получается, катер стоил $55 вот, от аэропорта до острова, и обратно с острова до аэропорта они сразу всю стоимость $110 они с нас взяли. И сразу за все дни, вот этот за каждый день экологический сбор. Здесь на Мальдивах вообще нет пластикового ничего. Я так понимаю, что на всех остальных островах тоже. Бутылки, вот сейчас покажу, с водой нам постоянно приносят, причем брендированные, вот такие красивые. Они все стеклянные, обязательно стеклянные стаканчики, все. И даже номер, вот посмотрите, здесь нет вообще ни одного пластикового какого-то изделия. Здесь все, вот сверху плетенка. Здесь дерево, на кровати дерево, все деревянное, стульчики не пластиковые, ни на улице, нигде, везде деревянная мебель, они даже мусорные пакеты из таких мешков, где нет пластика. Когда мы кушаем, там нет даже бумажных салфеток, все такое тканевое, это очень интересно, я никогда тоже такое не видела. Что еще о острове рассказать вам? Возможно, я, если не сейчас, то попозже, и просто из другой локации, чтобы поменять фон, вам расскажу о том, как называется наш остров. Наверное, все-таки так и сделаю. У меня будет еще время рассказать вам. Это такая небольшая вставочка включения небольшое. Вы пока можете задать вопросы, и, вероятно, я на них в следующей ставке отвечу. Ставки, если нет, то, значит, в комментариях буду вам отвечать. Я уже подзагорела, как вы видите. Мне это очень нравится. Тут приятный загар. На Сейшелах я была, когда там очень жарило солнце. Оно там, по-моему, еще ближе находится. И жарит так, что я очень сильно обгорела. Очень сильно. Несмотря на то, что я всем мазалась. Как так получилось? Я думаю, что это из-за того, что я была как раз-таки... Где я была? На острове Ладик, да? Да, Ладик. На Пролин я не доехала. На острове Ладик я когда была, там вот эти вот большие валуны. Кто не смотрел мой влог с Сейшел, посмотрите. Но валунов там не было. Они у меня есть где-то в Шортс. Такое видео, где я иду между этих камней. Вторая часть у меня так жалко материала потерялась с Сейшел. И там как раз вот этот второй остров Ладик просто потрясающий. Это то, ради чего стоит на Сейшелы слетать. И получается, что к чему я это все вела? Загар вот, да, что не такой приятный, не такой симпатичный, как здесь на Мальдивах. Девчонки здесь некоторые загорают, очень такой шоколадный цвет кожи. Ну, не все могут так загорать, да, вся кожа разная. Вот, ребята, покажу немножечко сейчас еще вам номер, наверное, буквально какие-то детали. Он очень простой, но вот эта верхняя крыша, плетенка мне очень сильно нравится. Поближе, наверное, сделаю, потому что вы могли рассмотреть. Вот здесь она по всему номеру. Здесь у нас такой даже есть вентилятор, но мы ни разу его не включали. Вот это моя кровать. Здесь лампочки. Вот тут так стоит водичка. Телевизор есть. Вот здесь стульчики. Очень простой номер. Очень еще мне нравится шкаф. Я сейчас вам его покажу. Классный, да? Здесь тоже все выполнено из натурального дерева. Здесь сейф у нас даже есть. Вот. Но я, если честно, бы, наверное, хотела себе дома такую штуку. Подсниму как раз. Я не думаю, что ее как-то сложно будет сделать, но выглядит потрясающе. Ванна у нас простая, зеркальце. Оно тоже у нас с рамкой из дерева. Ну что, вот и пришел день, когда нам нужно улетать. Это зона ожидания. Ждем лодку. Лодка в той стороне. Я обгорела. У меня спина просто
бордового цвета, лицо такого же, поэтому сейчас сил нету совсем записывать. Просто вот показала вам в моменте, решила достать телефон и запомнить момент, когда мы улетаем уже. Давайте я вам просто пройдусь, еще покажу, что здесь есть. Красивые такие домики. Есть сувенирный магазин. Я так хотела туда зайти, но я понимаю, что здесь оверпрайс. Хочу еще показать вам красивое дерево. По-моему, я его тоже еще не показывала. Это не совсем дерево, это несколько кустарников. Вот они вот так переплетены между собой. И вся эта конструкция образовывает большую-большую лиану. Она очень высокая. Люди оставляют послания всякие разные с сердечками. Смотрите, классно. Это вот крыша бунгало. Очень красиво здесь везде. Здесь у меня на кадре прям так приятно падает свет. И я вижу, что я подзагорела прилично. И загар интересный. Такой приятный. Увидимся тогда в аэропорту, в зоне, наверное, вылета. И там, может быть, что-то еще подсниму. Накупила в магазинчике местного всяких штучек. И что еще я хочу? Я хочу, наверное, что-то взять в самолет, перекусить, что лететь 6 часов. Ну и куда-нибудь заглянуть, может быть, в какой-нибудь очередной магазин туристический. О, здесь есть, кстати говоря, что-то интересное. Это чай. Блин, почему я сюда не дошла сразу? Тут какие-то и бусики есть. Обещала, что я привезу все из наличных обратно, но, видимо, наличные останутся здесь. Вот такое мы не носим. Какой-то хендмейд. Не китайская история. Смотрите, есть свечки.